Здравствуйте! Хочу поделиться с вами рецептом торта, который я буду печь для Дня всех влюбленных. Желательно его готовить заранее, чтобы коржи пропитались. Я выставляла на ночь в холодильнике. Для начала мы отделяем желтки от белков и приступаем к взбиванию белков. Белки желательно, чтобы были в комнатной температуре. Взбиваем белки блендером минуты 2. Потом постепенно по ложке добавляем сахар. Всыпаем половину сахара, это 50 грамм от общей массы. Взбивать нужно белки до образования пика. Затем приступаем к взбиванию желтков и высыпаем оставшийся сахар. Желтки взбиваем, пока они не побелеют. Затем соединяем желтки с белками и аккуратно перемешиваем лопаткой по часовой стрелке. Затем добавляем просеянную муку, крахмал, какао и снова все перемешиваем до однородности. Растапливаем сливочное масло и по бортику вливаем в миску. Добавляем ложку красителя, перемешиваем. Тесто должно быть как густая сметана. Подготавливаем форму, смазываем ее маслом. Выливаем в форму тесто. Отправляем в заранее разогретую духовку на 180 градусов. Выпекаем примерно 25 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Когда корж приготовится, оставляем его на решетке остыть на пару часов. Как корж остынет, разрезаем его пополам. Готовим крем. Для приготовления крема взбиваем сливки с сахарной пудрой и ванилином. Сливки должны быть очень холодными. Я их предварительно поставила в морозильную камеру на 10 минут. Сливки взбиваем 5 минут до пышности. Затем получившийся кремом смазываем половинку коржа. Крем можно не жалеть. И на корж выкладываем вишню. Я использовала замороженную вишню, предварительно не размораживая. Промазываем вторую половинку и укладываем один корж на другой. После этого оставшимся кремом смазываем торт снаружи
и по бокам. И украшаем тертым шоколадом. Приятного всем аппетита! Спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. И чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик. Спасибо за поддержку.